им стала Гузель Яхина за книгу «Дети мои». Спасибо большое всем, кто проголосовал, всем, кто поддержал роман. И я присоединюсь к предыдущим выступающим. Спасибо большое Лене Даниловне Шуриной, потому что ей первой я рассказала идею этого романа, но я получила благословение его написать. Ну, я буквально вот только что, пару дней назад, вышла на хорватском книга «Дети мои». Она в переводе называется «Дети Волги». Это такое название, которое мы выбрали для всех европейских переводов. Вот теперь книга есть на хорватском. За год до этого вышла «Зулейха». «Зулейха открывает глаза» на хорватском. И сейчас на книжной ярмарке в Пуле я как раз рассказываю об обеих книгах, представляя их здесь, в Хорватии. Это, собственно, те слова, которые в романе кричит Екатерина II, приветствуя колонистов немецких, первых, прибывающих в 1767 году в Поволжье. И вот «Дети мои», Екатерина обращается так к переселенцам и принимает таким образом немцев, будущих российских, советских немцев, в семью народов России, Российской империи. А для европейского читателя мы подумали над другим названием, и показалось, что «Дети Волги» будет подходить, просто потому что в этом названии «Дети Волги» заключена та же мысль о детях, о народе, который принимается в большую семью страны, но при этом также есть и Волга, та река, на которой жили немцы Поволжья, не только немцы Поволжья, конечно. Та река, которая стала для них родной совершенно лет через 100 после их проживания в Поволжье. И та река, которая объединяла их, любовь, которая объединяла их с другими народами Поволжья. Поэтому «Дети Волги» — народ, который врос в эту Волгу и стал, собственно, частью Волги. Для романа образ Волги вообще очень важен. Роман начинается со слова «Волга» и заканчивается в Волге. Вся последняя глава романа происходит в Волге. И, собственно, там объясняется, почему немцы стали частью Волги. А когда я писала роман «Дети мои», таким вот заочным моим собеседником был Аркадий Адольфович Герман, тоже человек, всю жизнь занимавшийся темой, сам российский немец, как это понятно по его имени и фамилии. И, на мое счастье, Аркадий Адольфович, мы с ним познакомились, он захотел со мной общаться и даже любезно вычитал текст романа, когда рукопись была уже готова. В России тема немцев Поволжья, российских немцев, достаточно позабытая тема, и, в общем-то, реакция на роман была скорее такая нейтрально заинтересованная. А в Германии я заметила, что реакция другая совсем, и она несколько более болезненная, она эмоционально заряженная, просто потому что сама тема российских немцев, советских немцев, переехавших в Германию, она сама по себе очень неоднозначная, очень многослойная. В ней очень много всего политического и, следственно, эмоционального. Поэтому в Германии я сразу почувствовала, что роман, он просто порой повод поговорить об этой теме и высказать свои эмоции, не всегда позитивные, об этой теме. Она постоянно повторяет, что большая ответственность, которая на плечах автора. Сейчас представьте себе, какая ответственность на плечах переводчика, потому что все то, что автор, о чем автор рассказывал, что она написала, все это переводчик должен перевести и полностью достоверно, чтобы вот это было хорошо. Работа была, я работала на Зулейхе, мне кажется, 5 месяцев. Десятки женщин мне писали, мне видели, что вы сделали перевод вот этой книги, и я могу вам сказать, что эта книга полностью, то есть, изменила мою жизнь. Очень часто они пишут. Так что я думаю, что очень хорошо приняли и первый роман, а этот второй, конечно.
Я не хотела написать актуальную историю. Такой задачи не стояла совсем. Мне хотелось написать историю, скорее, наверное, попытаться написать историю вневременную, просто о человеке, который старается убежать от исторического процесса, старается убежать от времени, старается укрыться от того, что происходит вокруг, и какое-то время очень долго ему это удается. Бах, главный герой романа «Дети мои», учитель, он проводит очень много лет на другом берегу Волги и на уединенном хуторе скрывается фактически от всех тех страшных событий ранних советских лет, которые случаются в его родном Гнадентале. Он скрывается от гражданской войны, скрывается от голода, от репрессий, от второго голода большого, от коллективизации, от раскулачивания. Все это он наблюдает с высокого берега, и ему кажется, что можно провести там всю жизнь, будучи далеко от того, что происходит, скрываясь, прячась от времени, что можно спрятать от времени также свою дочь или своего приемного сына. Это какое-то время удается, но потом нет. Потом оказывается, что все-таки ты не можешь спрятаться от того, что происходит в твоей стране. Мне очень хотелось, чтобы роман был в этнографическом плане точен и изобилен, обилен, подробен. Этот мир немецкого Поволжья, он невероятно интересный, он невероятно яркий, невероятно сочный, такой какой-то самобытный совершенно. Я его открыла только начав изучать материал, и я в него совершенно влюбилась. И мне очень хотелось этот мир подарить читателю. Именно поэтому я и перенесла романное действие из 40-х годов в 20-е, 30-е. Изначально была идея сделать роман о депортации, но потом захотелось все-таки показать не депортацию, не исчезновение этого мира прекрасного, а сам этот мир. Поэтому романное действие — это, собственно, еще существующая, живая культура немецкого Поволжья, это 20-е, 30-е годы. И я так боялась ошибиться, я так боялась промахнуться в мельчайшие детали, потому что сама я не немка, и нет во мне никакой капли даже немецкой крови, что штудировала материал очень тщательно и изучала очень много материалов именно из первоисточника. Мне хотелось, чтобы этот мир возникал на страницах романа, чтобы это был очень вечный мир, очень ощутимый мир, очень пахучий мир, очень звонкий мир. Поэтому, конечно, музеи мне были в помощь. Я исходила в музеи, которые нашла в Саратове, в Энгельсе, в Марксе. Прекрасные, кстати, этнографические музеи. Я очень много уделяла внимания вещам, их фотографировала, старалась их потрогать, если не видели смотрители, понюхать, прикоснуться хотя бы чуть-чуть. И пыталась воссоздать этот вечный мир в книге. Ну, мифология, сказка, легенда в романе «Дети мои» играет ключевую роль, и для меня это, конечно, в первую очередь метафора советской сказки. Писала я, описывала, как немецкие сказки, легенды сбываются в советском Поволжье, а имела в виду, конечно, советскую сказку, коммунистическую сказку, которая сначала казалось, что сбывается, а потом оказалось, что сбывается вовсе не так, как хотелось людям. Герой верит в сказки, он верит в то, что сказки сбываются, и, в общем-то, это то, что происходит и с нами, наверное. Люди верят в сказки с самого начала своего существования, верят с рождения до смерти. Сначала верят в сказки о каких-то сказочных героях, о Бабе-Яге, Деде Морозе и так далее. Потом верят в сказки взрослого мира, в сказки о браке, в сказки о дружбе, в сказки о политики, ну и так дальше. Сказки, мифы наполняют нашу жизнь. И это, наверное, здорово, потому что, не веруя в сказки разного уровня, жить, наверное, невозможно. Сказки нас примиряют с реальностью. Мое детство прошло на Волге у моей бабушки в селе Черебаево, которая граничит с Саратовской и Волгоградской областью. И половина села была с немецкими фамилиями Рис и Шмидт, а вторая половина была как раз с русскими фамилиями. Мама моя Пчелинцева. И до 4 класса, пока мы не начали учить немецкий, я думала, Рис и Шмидт — это обычная русская фамилия. Вот. И поэтому эта книга мне очень интересна, она меня возвращает в детство. Второй роман «Дети мои» писать было гораздо сложнее.
неизмеримо сложнее, потому что я уже понимала, что иногда читатель видит в книге больше, чем автор закладывает. Иногда читатель видит глубже, и у читателя могут возникнуть свои ассоциации и как-то... Конечно, неправильно за все это отвечать автору с одной стороны, а с другой стороны, почему нет? Ты же пишешь об этом, ты же берешь эту тему и раскрываешь ее. I have very wonderful feedback from readers. People, more women like Zuleika a lot. Somebody of them tell me that can remember every moment from the book, and it's excellent. It's recognition. The most important for a publisher when audience are grateful for one wonderful Russian story. Случайно я обмолвилась, что я из семьи поволжских немцев. И Елена, гостья, она говорит: Лена, такое ощущение, что вот когда вы пересказываете историю своей семьи, я где-то это читала, я это слышала. Потом она вспомнила, она мне прислала, говорит: почитайте вот этого автора и эти две книги. Но я счастлива, что мои истории читают. Есть 2 романа, и я вижу, что эти романы читают, и это необыкновенно здорово. Но пока эти истории читают, я буду писать. Если вдруг так получится, что язык, которым я пишу, он будет не соответствовать времени, не соответствовать читателю, значит, тексты перестанут читать, и я перестану писать. Вот и все.